Время переговоров прошло, пора бомбить. В Вашингтоне считают, что режиму больше верить нельзя. Захват военных баз и сбитие вертолета. Ситуация выходит из-под контроля, и власти идут на экстренные меры. Удар по российским силам. Кремль такого не ожидал. Зеленский заключает важные сделки с бывшими партнерами Москвы у нее под носом. Второе лицо государства отодвинули в сторону. Впал в немилость за предыдущий провал или есть другая причина? Расскажем. Об этом шепчутся в кремлевских коридорах. Главный союзник снова кинул Владимира Путина. Текучка кадров в Белом доме. От Трампа ушла очередная женщина. Но в этот раз есть большой нюанс. Об этих и других событиях к утру воскресенья 26 апреля. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Переговоры на носу, но Трампа призывают вернуться к бомбардировкам. Глава военного комитета американского сената Роджер Уикер призвал президента продолжить удары. По его словам, новые лидеры в Иране не будут соблюдать никаких договоренностей. Время переговоров с иранским режимом закончилось. Наш главнокомандующий должен поручить своим опытным военачальникам завершить уничтожение вооруженных сил Ирана и ликвидацию остатков его ядерной программы. Это единственный способ обеспечить прочную стабильность в регионе. Заявление влиятельного сенатора прозвучало на фоне сборов переговорщиков Белого дома на очередную встречу в Пакистан. В Исламабаде Стив Уитков и Джаред Кушнер должны встретиться с главой МИДа Ирана Аббасом Аракчи. Правда, тот прилетел раньше, встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а после этого иранские СМИ сообщили, что встречаться с представителями Вашингтона глава дипломатии Исламской Республики не планирует. Пока недавние партизаны, а ныне власти Сирии выдавливают российскую базу из страны потихоньку, кое-где делают это гораздо быстрее и более радикальными методами. В Мали повстанцы усилили наступление и атакуют сразу несколько городов. Бои идут в районе базы Кати под Бамако, а также в Севаре, Гао и Кидале. Власти перекрывают дороги, но ситуация выходит из-под контроля. Одна из баз в Кидале, связанная с российским африканским корпусом, уже перешла к инсургентам. В сети также появились кадры со сбитым вертолетом. По одной из версий он принадлежал российским силам. Местный президент с говорящей фамилией Гойта пришел к власти в 2020-м в результате военного переворота. Его хунта обещала покончить с гражданской войной, но начала с приглашения ЧВК Вагнера. С Путиным малийский диктатор тоже очень любит общаться. Для меня большое удовольствие принимать вас в России. Правда, за 6 лет ни вагнеровцы, ни кадровые российские военные Гойте не помогли. Север страны контролируют туареги, юг – союзная Аль-Каиде группировка. Может и Гойте пора присматривать квартиру в Москве, как и Асаду. Пока Владимир Путин боится покинуть даже пределы Москвы, Владимир Зеленский использует дипломатию на полную. Всего за 3 дня президент Украины провел ряд встреч с лидерами Европейского Союза, совершил уже очередную поездку в Саудовскую Аравию, а дальше Азербайджан. Примечательно, что этот визит начался со встречи с украинскими военными. Оказалось, что большая группа офицеров из Киева делится опытом по защите неба не только со странами Персидского залива. Похоже, после многократных угроз со стороны кремлевской пропаганды устроить в стране второе СВО, Азербайджан решил быть готовым к любым вариантам. Встреча президентов тоже в большой мере касалась вопросов обороны. Состоялся обмен мнениями по военно-техническому сотрудничеству, и в этой области также есть значительные перспективы. Военно-промышленный комплекс развивается как в Азербайджане, так и в Украине, и существуют отличные возможности для совместного производства, а также для совместного производства в промышленном секторе в целом. Встреча завершилась подписанием 6 важных документов. Прозвучало и предложение Москве. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії.
Как думаете, Владимир Путин осмелится хоть когда-нибудь встретиться с Владимиром Зеленским? Новые шокирующие подробности теракта в Киеве. Прокуратура восстановила хронику событий. Стрелок, уроженец Москвы, бывший военный, отслуживший немало лет в вооруженных силах Украины. У него было легальное оружие, 2 карабина и травматический пистолет. Разрешение он получил по журналистскому удостоверению. Сейчас проверяют, как это стало возможным. В прошлую субботу теракт начался с конфликта с соседями. Злоумышленник начал стрельбу из травмата, а когда закончились патроны, вернулся в квартиру, взял другое оружие, поджег жилье и вышел снова. Первыми жертвами стали сосед и таксист. Всего погибли 7 человек. Среди жертв и дворник, который пытался защитить ребенка. Еще 7 человек до сих пор находятся в больнице. Но конфликт вовсе нельзя считать бытовым. Как следует из видео, во время тренировок стрелок сопровождал свои действия оскорбительными и полными ненависти по отношению к украинцам высказываниями. Джорджа Мелони опять перечит Трампу. После того, как президент США допустил приглашение хозяина Кремля на саммит Большой Двадцатки, премьер Италии высказалась в противоположном ключе. Я считаю, сейчас тот момент, когда именно мы должны требовать от Путина шагов вперед, а не сами делать их навстречу ему. Потому что мы и американцы, в особенности в последние месяцы, сделали несколько шагов навстречу России, но не увидели того же с другой стороны. Думаю, пришло время этого потребовать. Ранее Дональд Трамп допустил, что присутствие Путина было бы полезным. В Москве тоже намекают, что приглашение уже есть, но окончательное решение не принято. Кремль оставляет пространство для маневра. Мелони – одна из тех немногих европейских лидеров, кому Трамп явно симпатизирует, но недавно она уже вступилась за папу римского после того, как на него с критикой обрушился президент США. И вот теперь одной из первых возразила хозяину Белого дома и в отношении Путина. Джей Ди Венса отодвинули от переговоров с иранцами, хотя в первой встрече 11 и 12 апреля вице-президент участвовал. Возможно, это реакция на несговорчивость режима аятолл, и в Белом доме не хотят, чтобы имидж второго в государстве лица пострадал еще больше после первой неудачи. Мол, если у Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера все пойдет хорошо, то и Венс подтянется. Но, может, Венс просто впал в немилость за провал предыдущего раунда переговоров. Во всяком случае, есть очередные сигналы, что вице-президент теряет очки. По данным политиков, в окружении Дональда Трампа все чаще рассматривают Марко Рубио как возможного кандидата на выборы 2028 года. Его позиции внутри администрации Белого дома усилились, и особенно после операции по поимке венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. А как вы считаете, кто был бы лучше для нас, Венс или Рубио? Страна не хочет оказаться в меню. Тайваньские чиновники опасаются, что Дональд Трамп может изменить позицию по острову на встрече с Си Цзиньпином. Саммит лидеров США и Китая пройдет 14-15 мая, и Пекин будет давить на пересмотр статуса Тайваня. Для Китая это ключевой вопрос. Любое смягчение позиции США, даже устное, станет серьезной победой, особенно на фоне того, что Вашингтон уже отложил поставки оружия Тайваню. Мы обеспокоены и должны предотвратить это, сказал в интервью агентству Bloomberg замминистра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву. Внутри США нет единства. У Трампа есть жесткие советники по Китаю, но сам он демонстрирует более мягкий подход к товарищу Си. Решение может быть принято прямо на саммите, и это резко изменит баланс в регионе. В целом получится свыше 100 миллиардов кубических метров газа. Годы унижений и опять ничего. Союзник опять говорит «бу», что по-китайски означает «нет». Пекин не спешит спасать «Газпром». Ну, вот наконец нашли консенсус. Несмотря на заявление Владимира Путина, сделанное по итогам визита к Си Цзиньпину, нового газового прорыва не будет. По данным источников Bloomberg в Москве, российские власти не ждут запуска трубопровода «Сила Сибири-2» в ближайшие годы. До конца десятилетия поставки газа в Китай резко не возрастут. Сейчас ситуация выглядит скромно. В прошлом году в Китай ушло около 39 миллиардов кубометров. К 2029 году прогноз
около 52 миллиардов. Это рост, но далеко не тот, о котором говорили в Кремле. Основной прирост дадут уже существующие проекты, а не новая труба. Главная проблема та же, что и раньше. Деньги. Китай требует цену почти в 4 раза ниже текущей. Переговоры идут больше 10 лет, но договоренности так и нет. Ни Си Цзиньпин, ни китайские компании так и не подтвердили громкие заявления Путина. А сейчас это шепотом признают и в коридорах российского правительства. В итоге сила Сибири-2 остается на бумаге. Даже если ее начнут строить на полную мощность, она выйдет только к середине 2030-х. А это значит, что быстро заменить потерянный европейский рынок у России не получится. Надули. Просто нагло обманули. Еще одна женщина уходит из Белого дома. За последние недели из команды Трампа выбыли министр безопасности Кристи Ноэм, генпрокурор Пэм Бонди и министр труда Лори Чавес де Ремер. Теперь об оставлении поста пресс-секретаря президента заявила и Кэролайн Левит. Правда, в этом случае есть большой нюанс. И, наконец, что касается личных дел, это, вероятно, будет моя последняя встреча на некоторое время. Как видите, я вот-вот рожу. Так что увидимся очень скоро. Я знаю, что вы будете в надежных руках моей команды здесь, в Белом доме. Пресс-секретарь пообещала вернуться, хотя и не сказала, кто будет ее заменять и как долго. Кэролайн Левит была самой молодой в истории сотрудницей на своей должности. Ей всего 28 лет. Это будут уже вторые ее роды. После рождения первого ребенка в 2024 году она вернулась к работе уже через несколько дней. Это произошло как раз после попытки покушения на Дональда Трампа. Какой болезненный удар по Ирану нанесли США накануне нового раунда переговоров? Куда впервые прилетели украинские дроны? Откуда выдавливают Россию? В каком генштабе реально сидят сатанисты? И куда собралась бежать российская элита? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. И приглашаю на вечерний выпуск.